Mesdames et messieurs, bonjour. В конце 19 века в Париже открываются первые брасseries. От французского глагола «brasser», что значит «варить пиво». Да, там варили пиво, но там можно было и выпить кружку пива, а позднее и пообедать. И давно уже не варят пиво в брасserie, но название осталось. И сегодня я вам покажу 5 брасseries, самых красивых и самых старых. На бульваре Сен-Жермен в здании 1878 года находится знаменитый ресторан «Вагенанде». Открыта пивная в 1904 году. Декор прекрасно передает изысканную атмосферу Belle Époque. С 20-х годов и до 1966 года ресторан принадлежал семейству Вагенанде. Отсюда и название. В 60-й год 20 века пивная с великолепным интерьером чуть было не стала магазином-супермаркетом. К счастью, вмешательство министра культуры Андре Малеро спасло ресторан от разрушения, и в настоящее время пивная является историческим памятником. Здесь же на бульваре Сен-Жермен находится другой знаменитый ресторан «Лип». Леонар Лип открыл свою пивную в октябре 1880 года. Родом из Эльзаса он покинул свою родину, захваченную Пруссией. Лип – излюбленное место писателей и политиков. Этот ресторан – настоящий парижский театр. Здесь даже зеркала наклонены так, чтобы посетители могли видеть тех, кто входит в ресторан и выходит из него, не оборачиваясь. В разное время здесь бывали Марсель Прус, Сент-Экзюпери, Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй. Хемингуэй советовал своей сестре побывать в этом ресторане. Он писал: «Зайди в Брасserie Лип на бульваре Сен-Жермен, выпей пиво, закажи картофельный салат и шукрут. Здесь самое лучшее пиво в Париже». В этом ресторане средний рабочий стаж персонала составляет 19 лет. В основном это мужчины-официанты, одетые в белые фартуки. Еще одна традиция – часы переведены ровно на 7 минут вперед. Зачем? Это время необходимо депутатам и сенаторам, чтобы присоединиться к своим собраниям. В этом ресторане «Лип» шукрут необыкновенно вкусный. А шукрут – это квашеная капуста, которую варят в белом вине, сидре, пиве или даже шампанском. Но шукрут – это не просто квашеная капуста, а в сопровождении какого-либо гарнира – мяса, колбасных изделий или картофеля. Шукрут в этом ресторане готовят по тому же самому рецепту, что и 100 лет тому назад. Стоимость одного блюда 25 евро. И к этому блюду непременно стоит взять знаменитое эльзасское вино Gewürztraminer. От бульвара Сен-Жермен до бульвара Монпарнас очень близко. Минут 10 пешком, и лучше пройти через Люксембургский парк. Первые пивные в Париже были открыты жителями Эльзаса после франко-германской войны 1870-71 года. Французская империя потерпела поражение в этом конфликте и потеряла территорию Эльзас-Мозель. Именно тогда многие эльзасские семьи, которые хотели остаться французами и не попасть под власть Пруссии, переехали в Париж, где и открыли свои пивоварни. В Брасserie изначально самостоятельно варили пиво кустарным способом. Но со временем пиво перестали варить, название осталось. Пивные очень часто открыты с 11:30 и до полуночи. Здесь можно пообедать в любое время дня. В таких ресторанах предлагается относительно простая кухня. Можно заказать только одно блюдо, и можно прийти пообедать, поужинать в любое время. Цены зависят от местоположения и известности ресторана. У самого бульвара Монпарнас в середине 19 века некто Бюлье открыл танцевальную площадку, а рядом в саду высадил кусты сирени. На очень популярных среди парижан балах Бюлье безденежные поэты и нищие студенты могли познакомиться с самыми красивыми грезетками Парижа среди пьянящих запахов сирени. А напротив была старая станция почтовых лошадей. Бюлье открывает в ней кафе «Closerie des Lilas». Кто бы мог подумать, что эта забегаловка станет моднейшим рестораном Парижа, приютом поэтов
писателей, художников. Кстати, здесь снимали фильм «Старое ружье» с актерами Роми Шнайдер и Филиппом Нуаре. Декор создает уютную атмосферу в таких ресторанах пивных. Причем эта атмосфера характерна для Бель Эпок, прекрасной эпохи. Эти рестораны украшены в стиле ар-нуво и ар-деко. Это зеркала, керамика, медь, люстры, витражи в стиле Альфонсо Мухи, лепнина. Цены в этом ресторане от 27 евро до 50. Самое дорогое блюдо филе де бœuf Хемингуэй, то есть говяжья вырезка, 52 евро. И из рыбы самое дорогое блюдо рыба соль или морской язык, 58 евро стоит одно блюдо. Среди типичных блюд пивоварен можно упомянуть шукрут, стейк-тартар, стейк-фри, бургундские улитки, бланкет. Бланкет – это рагу, которое готовят из мяса и овощей и подают под густым белым соусом. И свое название блюдо получило от французского слова «blanc» – «белый». Еще можно попробовать в таких пивных говядину по-бургундски. А вот устрицы тоже стали визитной карточкой пивоварен. Эльзасское вино очень хорошо сочетается с их дегустацией. Le Dôme. Этот ресторан был открыт в начале 20 века. Место встречи парижской богемы, интеллектуалов, писателей в первой половине 20-го столетия. Это место встречи американской литературной общины. До Первой мировой войны Le Dôme был самым шикарным кафе на Монпарнасе. В то время бедный художник мог позволить себе тулузскую колбаску и тарелку пюре за 1 евро в современном эквиваленте. Сегодня это высококлассный рыбный ресторан. Здесь замечательные устрицы, вкусная рыба-соль или морской язык. А также здесь вы можете попробовать традиционный марсельский буябес. 62 евро стоит одно блюдо. Ля Куполь. Этот ресторан был открыт в 1927 году. Быстро приобрел успех. Открытие состоялось с большой помпой. Запасы шампанского оказались недостаточными для количества пришедших на открытие посетителей. А в подвале этого ресторана был открыт танцевальный зал, и там частенько выступали известные музыканты. А среди художников и интеллектуалов, которые любовали это место, можно упомянуть Жана Кокто, Луи Арагона, Эльза Триоле, Пикассо, Марк Шагал, Эдит Пиаф, Хемингуэй, Марлен Дитрих. Всех не перечислишь. В центре ресторана находится произведение скульптора Луи Дербре «Земля». Бронзовая скульптура, а копия этой скульптуры находится на площади Икебукуро в Токио, в Японии. Здесь же, в этом ресторане, Джозеф Лоузи снимал сцены из своего фильма «Мюсье Кляйн» с Аленом Делоном в главной роли. Ну, а кухня здесь традиционная для парижских брасserie. И в конце видео хочу вам показать еще один ресторан, но совершенно новый, который был открыт несколько недель тому назад, в июне, и называется Brasserie des Prés. Находится этот ресторан рядом с кафе Le Procope, то есть со самым старым кафе Парижа.
И, что интересно, в интернете очень высокий рейтинг кухни этого ресторана – 4,9 по пятибалльной системе. Абсолютно новая пивная, которая открылась вот буквально в июне месяце. И вот здесь я как раз хочу вам показать старую башню, потому что здесь был ремонт. Так что один из новых адресов. Не знаю, хороша ли она или нет, но в любом случае это рядом с Пробко, о котором я уже вам рассказывала. Еще даже идут последние работы здесь. Но интерьер прям замечательный. Думаю, что интерьер соответствует и качеству этой пивной. А вы в каком ресторане хотели бы пообедать? Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, спасибо вам за подписку, за лайки, за ваши комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции не только. Пока!